Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Владислав на проекте «Компьютер для начинающих». И сегодня мы с вами поговорим об Excel или электронных таблицах, пакете Microsoft Office, о котором мы незаслуженно пока что забыли. Почему-то бытует мнение, что данная программа применяется только в офисах, бухгалтерии и так далее. Но я вас уверяю, что и дома это очень полезный инструмент. Данная программа позволяет создавать таблицы, производить различные подсчеты, строить красивые гистограммы, разные графики и так далее. Но обычному пользователю, как правило, все возможности не нужны, поэтому мы с вами рассмотрим самые наиболее употребляемые. Итак, открываем Excel. Программа состоит из такого вот листа, где мы с вами видим столбцы A, B, C, D, E, F и строки. Поля такие же, как и в Microsoft Word. Вкладка «Главная», вставка, разметка страницы, формулы и так далее. Итак, как же работать с этой программой? Давайте рассмотрим. Давайте представим в форме таблицы, допустим, какой-то простейший кулинарный рецепт, выдуманный из головы. Итак, в столбце А мы будем ставить порядковые номера наших ингредиентов, то есть здесь будет идти нумерация по порядку. В столбце Б у нас будет, соответственно, название ингредиента. Давайте номер и добавим, допустим, 5 позиций. Готово. Колонка Б у нас, здесь будет наименование. Вот видите, столбцы можно расширять, курсор превращается в такой вот крестик. Сузим. Вот так выглядит более красиво. Можем и расширить. То есть здесь можно как нам угодно двигать туда-сюда, влево-вправо. Итак, столбец Б, это у нас будет наименование. Наименование. Вот видите, у нас не влезло в один столбик, получилось как бы на 2. Ничего страшного, сейчас мы это дело поправим. То есть поступим двумя способами. Можем также, как мы делали, растянуть по ширине, то есть чтобы у нас столбик Б был шире, а можем перенести текст. Вот видите, нажали перенести текст, у нас строка 1 расширилась и произошел перенос. То есть теперь наименование. Ну так не сильно красиво, конечно. Вернемся назад стрелочкой влево и просто расширим наш столбец Б. Ну, так уже значительно лучше. Сейчас здесь напишем количество. Опять же надо будет строку расширить, точнее столбец. Вот так вот симпатичненько. А здесь у нас будет цена. Вот так чуть поуже. И вот наша таблица из 4 столбцов и 5 строк. Сейчас мы поменяем шрифт на Times New Roman. Так, на мой взгляд, будет покрасивее. Сейчас найдем этот шрифт и увеличим размер до 14. Вот. Так уже значительно лучше. Теперь сделаем так вот пошире. О, получилось красиво. Я сейчас прервусь, заполню таблицу, а потом мы с вами продолжим. Итак, таблица с рецептом готова. Количество в килограммах, цена за 1 килограмм и сумма в рублях. Вода, соль, перец, мука, лук и итого, что у нас с вами получится. Итак, нам нужно посчитать сумму в рублях по каждой строчке и всего. Для этого для начала подсчитаем столбец С, то есть сколько всего в килограммах у нас
ингредиентов. Для этого выделяем все колонки до вот пустой строчки 7. И здесь у нас два варианта. Либо нажать формулы и автосумма. Или есть, друзья, вот специальная кнопка автосумма. Нажали. 1,64 килограмма весит наш чудо-рецепт. То есть все его ингредиенты. Теперь сумма в рублях по каждой строке. Для этого нам нужно перемножить количество на цену за 1 килограмм. Нажимаем равно на клавиатуре. Щелкаем мышкой по первому сомножителю количества. Левый щелк. И теперь знак умножить. И на следующий щелк. Вот наша формула. Enter. И все готово. Упрощаем себе жизнь. Просто копируем теперь формулу из первой клеточки. Нажимаем Ctrl-C. И опускаемся ниже. Ctrl-V. Еще ниже Ctrl-V. То есть формула подставляет данные. И видите, автоматически все у нас готово. Получилось. Теперь нам надо подсчитать, опять же, сумму в рублях, сколько наш рецепт нам обойдется. Выделяем все строчки до пустой. И опять нажимаем автосумма, чтобы подсчитать, сколько всего в рублях у нас получилось. Но до этого давайте выберем формат. С помощью вот этой кнопки можно, или вот рядом. Ну, давайте воспользуемся первым способом. Общий денежный. Вот, все у нас, видите, теперь в рублях. Красивенько, так симпатично вышло. Подсчитаем сумму, как мы с вами уже умеем. До пустой клеточки. Автосумма. Хоп, 15 рублей 46 копеек обойдется наш чудо-рецепт неизвестного происхождения. Но это, опять же, просто так для примера. Давайте теперь нашей таблице придадим красивый вид. Для этого нужно выделить все строки и столбцы, входящие в нашу таблицу. И сначала, вот видите, такие слабо выделенные продольно-поперечные линии. Сейчас мы им придадим нужную форму. Нажимаем вот эту кнопку. И выбираем все границы. Оп! Вот, уже что-то похожее. Теперь хотим внешний контур, чтобы у нас был жирным, выделенным. Опять с помощью этой кнопки. Толстые внешние границы. Вот, пожалуйста, у нас теперь уже границы внешние внушительной формы. Теперь посмотрим дальше, как можно нашей таблице придать красивую форму. Выделим сначала таблицу. Выберем любой стиль, вот хороший, допустим, зелененький. Вход, выход. Видите, есть различные стили. По своему вкусу здесь можно подобрать и любой цвет. Вот видите, различные заголовки и прочие настройки. Посмотрите, что вам из этого понравится, и можете на чем-то остановиться. То есть тоже и денежные здесь есть, и процентные, и так далее. Но мы с вами выберем другую опцию, которая сделает нашу таблицу действительно красивой. Вот видите, форматировать как таблицу. И здесь поле деятельности широкое. Хотим вот такой. Нажимаем ОК. Ну, немножко текст плохо виден, потому что белый шрифт. Давайте выберем что-то другое. Оп. Ну, вот это уже как-то получше. Можно вот так вот синеньким. То есть каким угодно из этих. Вот здесь существуют соответствующие наименования. То есть можно сортировку проводить. Ну, посмотрите, изучите. Если вам вот эта позиция будет интересна, то вполне. Как видите, создавать таблицы довольно-таки просто. Вот себе такой рецепт сделайте там, или какое-то другое направление, где надо что-то написать и подсчитать. Очень удобно, автоматически, видите, в случае изменения в рецепте каких-то данных, вот давайте, допустим, мука там не 0,2, 4.
Раз, у нас автоматически все пересчитывается сразу. То есть и сумма в рублях, и количество всего, сколько это весит. Все очень-очень просто. Так что дерзайте, все у вас получится. Не верьте, Excel довольно простая программа. Если не влазить, конечно, в Google. А на сегодня все. С вами был ваш Владислав. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, жду я их. И до встречи в новых видео. Пока-пока.